Вот этот дом. И я здесь купила квартиру. В каком дерьме люди живут? Как так можно жить? Сколько стоит ремонт в 2026 году? У тебя, если что, в квартире тараканы. Я устала. На самом деле, какой это позитивчик? Это очень тяжело. Все, выключай, буду плакать. Вот он этот дом, прямо над пятерочкой. Ну смотри, ну здесь сразу, конечно, плюсы. Там парк. Я понимаю, почему она взяла. Тут все для тачек. Тихенький район такой зеленый. Смотри, каких деревьев как много. Ты сейчас вот на любой дорогой ЖК новый приди, там вообще деревьев нет. А здесь, ну, лепота. Ну пойдем, что, смотреть. Ого, даже ковры, смотри, есть. Слушай, вот подъезды реально все одинаковые. Вот мне кажется, они даже плитку одинаковую все клеят. Ну, проходите. А что, давайте все вместе поедем. Да вы проезжайте. Прямое показание это одно, мы видео за кадром должен еще какой-то второй смысл был малозаметный, но он обязательно должен быть. Согласен. Иначе лобовой удар это просто. Все, ребят, удачи. Ну, давай что ли? Он фотографию нам сказал, надо сделать. Давай фотографию. Получилось? Было. Так, ну что, мы же идем смотреть, надо причесаться чуть-чуть, да? Ну и там думали, у нас команда визажистов, да? Ну лифты точно все одинаковые, да? Мост-лифт. А, так тут вообще весь подъезд голубой, да? Это у них где-то завалялась голубая краска, и они такие, давайте-ка голубым покрасим. Да, прям как у тебя, да? Ну что, погнали? Сова, открывай! Медведь пришел. Привет. Здравствуйте. Заходи, будь как дома. А где бабкина хата? Ну, у бабкина хата была прошлое воскресенье, когда ты чилила на даче. То есть ты уже все отдемонтировала без меня? Пойдем. Я эту квартиру купила только из-за вида. Ну и цена такая. Я бы не сказала, что прям дешево, по обычной рыночной цене. Я на самом деле так выгляжу, потому что хочу снять рилс типа Slavic Girl, как мы выглядим в жизни и где мы живем. Короче, когда мы выбираем квартиру под флиппинг на вторичке, самое главное это локация. Да, тут хорошая локация. Второе, самое главное, чтобы дом выглядел прилично. Тут у нас дом в плиточке, выглядит красиво, аккуратно. И, конечно же, сам подъезд. Подъезд тоже должен быть приличным, чистеньким, без ароматов, аккуратненьким. А квартира уже, бог с ней, квартиру мы можем переделать. Давай я тебе покажу эту квартиру так, как мне показывал ее риэлтор. Давай. И тем образом просто продала мне ее. Итак, заходим в просторную прихожую, закрываем железно-металлическую дверь. Такая крепкая, к вам никто сюда не залезет. Дальше мы попадаем в эту светлую, потрясающую комнату. Ну, чуть-чуть надо обойки подклеить, чуть-чуть. А так, посмотрите, какая она просторная. Дальше у нас, смотрите, смежные комнаты. Не две изолированные, а смежные. Это же очень удобно, что можно вот так вот ходить по кругу. Просто бегать по кругу. Бегать по кругу. И вторая у нас тоже комната классная. Паркет практически нигде не скрипит. Его подшлифовать и будет идеально. Даже мебель осталась. Вот. Есть стул, есть комод, куда можно спрятать все какие-нибудь ваши вещички. Обойки тоже, ну, чуть-чуть подклеить, чуть-чуть здесь вот косяки спрятать. Дальше раздельный санузел, что большая редкость. Просторный и большой санузел. Тут удобно, можно спрятать все вещи. Дальше мы проходим в ванную комнату. Ванна шикарная, никаких следов плесени. Идеальная плитка, никаких запахов и ароматов. Удобные полочки, которые выдержат все ваши литровые шампуньки. Нет, кошмар. Есть. Слушай, мне вот интересно, я вот этот туалет, если сяду, вот если я на него присяду, и ты дверь закроешь, я буду просто коленками вот так вот упираться. Смотри, как удобно. Там поставить телевизор, здесь, не отходя от унитаза, смотришь телевизор, чтобы не прерываться от любимой передачи. Кухня. Ну, кухня, слушай, хорошая, все есть мойка. Ну, тут плиточка чуть-чуть отошла, но это не проблема, ее можно сделать. А так в целом все хорошо. Смотри, тут жил дизайнер. Он смотрел канал «Дневник дизайнера» и вот решил, что надо покрасить трубы в такой вот золотой цвет. И, конечно, здесь есть
Ой, извините. Это специально от детей, чтобы дети на балкон не ходили. В общем, у нас есть вот такой шикарный балкон. Такой прекрасный, что его решили закрыть шторками. На балконе можно спрятать кучу вещей. Например, вот колба от кальяна. Это что такое? Господи, я подумала, что это дудка. Пуф, я испугалась. Думала, знаешь, такие вот, которые... Ой. Я понял, о чем ты. Арина летучая. И мы посмотрим, в каком дерьме люди живут, как так можно жить. Я, кстати, знаешь, я клад нашла. Там просто кладбище спичек. Увидишь ты это или нет? Кладбище спичек. Мне просто, знаешь, что прикалывается? Наверное, они тут газ поджигали и вот так вот, ну куда выбрасывать? Вон туда спрячем. Арина! Здравствуйте. У вас гости. У тебя, если что, в квартире тараканы. Нормально, зато мне последний iPhone. Ну и что? Ты просто его надо шлепнуть и все. Вот так, хоп, и нет таракана. Ты что, тараканов никогда не видел? Вон мертвый, все. Он, когда на спинку переворачивается, он умирает в течение нескольких секунд. Вот так лапками кверху. Видишь? Вот iPhone новый пригодился. Никаких царапин нет, кстати. Все говорят, что царапин, никаких царапин нет. Лучшая реклама. Вот что таракан, смотри. Так, ну чё, здесь у нас? Погнали смотреть. Нифига себе! Помните недавние новости о том, как пенсионерки продавали свои квартиры, получали деньги и возвращали квартиру обратно? Мне вот правда после таких схем страшно было покупать еще одну квартиру под флиппинг, потому что в итоге можно остаться и без денег, и без квартиры. Однако для таких ситуаций есть решение. Когда хочется провести покупку прозрачно, без возможности отмены, держать деньги в безопасности подойдет аккредитив Сбера. Работает сервис очень просто. Покупатель переводит деньги на специальный счет, банк их резервирует и отправляет продавцу только после того, как выполнены условия сделки, и это подтверждено документами. Причем оформить аккредитив можно онлайн за 10 минут. Перевод средств 1 день после проверки выписки из Росреестра, даже если стороны находятся в разных городах. А если условия не выполнены, банк полностью вернет сумму покупателю. Стоимость услуги всего 3400 рублей. Кстати, за последние 3 года банк провел больше 1 миллиона сделок покупки недвижимости физлицами через сервис. И да, через аккредитив можно провести безопасные сделки не только с недвижимостью, но и при покупке или продаже доли бизнеса, ценных активов, мебели, оплаты услуг дизайнера или строительной бригады. Подробнее об условиях на сайте. Ссылка в описании. Какой вид на парк? Да, там вот видно сталинские высотки, Москва-Сити в тумане. Где Москва-Сити отсюда? Ну, она в тумане, она вот там вот прямо, если смотреть, она в тумане. Вечером тут красиво все подсвечивается, уже более понятно, где какой дом. Да, ну район супер, конечно. Ну вот я, если честно, только ради вида купила эту квартиру. Такая, Да. конечно, дороговато ее взяла. Дороговато? Сколько? Ну и цены поднялись. 13 миллионов 250 тысяч рублей. А сколько метров? 37. И что, тебе тут никто не пришел, не сказал, что ой, я тут хату, верните, пожалуйста, обратно? Нет, тут, кстати, очень приятная семья, хотя не все приятные, да? Ну, для меня было самое главное, что они эту квартиру продают и взамен не денежки не на счет куда-то кладут, а покупают другую квартиру. Так, в альтернативу? Да, поэтому как бы я знаю, где они купили, что эти деньги ушли друг. Причем они новостройку взяли за МКАДом. А вот это ты уже все забила, получается, не будет тут ничего? Я решила не делать гардеробную, а сделать шкафы в этот раз. Я хочу понять, там будет кухня-гостиная? Какая кухня-гостиная? Просто кухня. Ну, кухня. Да, там будет кухня. Да. Здесь будет Так, пойдем. гостиная. Пойдем туда. Получается, вот это у нас, ну это понятно. Это У нас- туалет. Это у нас кухня. Это будет кухарня. Он тоже попался на эту уловку, как и все мы, когда первый раз приходили смотреть. Это будет застекленный балкон. Кстати, посмотри, обрати внимание вот на этот дом. На какой? Вот напротив. Да. У каждой квартиры застеклен балкон. У Да, каждой. да. Нет ни одного человека, который думает так же, как ты. Люди, конечно, ценят застекленный балкон. Да к тебе придут нормальные люди, которые хотят нормальную хату. Но они явно не хотят этот сраный балкон. Нахера он им нужен? Вот Нас большинство. Это, кстати, новостройка относительно тех Да? домов, А которые... какого года? Она 70 какого-то. А вот это что, дырка вот здесь была? Это что? Да, здесь была такая проходная комната, вот так. Мы с Ваней даже побегали, да, немножко понятно. Бегать по кругу. А Я как решила это их было? изолировать. Проходная, как они? Нет, просто в ту это была комнату. типа гостиная? Да. И А вход в том- и отсюда был, и оттуда изначально. А, серьезно? 2 входа было?
А зачем им 2 входа было? Это же ни шкаф не поставишь, ничего. Так придумали. А может тебе здесь стеклянную вот такую эту оставить? Нет, я хочу шкаф бахнуть на Да, всю, шкаф. всю ту стенку. Ну вот здесь, кстати, вид тоже, смотри, на зелень. Да. Вообще, мне кажется, во флиппинге еще очень важно, что у тебя квартиру, в принципе, может вид продавать. Да, конечно. Я впервые по Мишиным законам делаю планировку. Мне кажется, вот здесь нужно добавить гардероб. Вот смотри, как раз не хватает гардероба. Да? Ну, что он прикалывается, да? На этой квартире мы покажем, сколько стоит ремонт в 2026 году. Потому что все сильно подорожало. Вот у нас типа от застройщика. А у тебя какой план есть? Мой любимый бюджет – это 1,5 миллиона рублей. Но у меня не получается в последнее время 1,5 миллиона рублей. Ну уже 2 у тебя все переваливается. Да, но я надеюсь меньше 2. Да, иначе я просто по математике я ничего не заработаю. Так, ну у нас уже есть традиция. Нам надо бить что-то. Ну что, на счастье. Начинаем ремонт. По своему опыту, что могу сказать, самое главное – сделать правильные обмеры. Ну, чтобы ты точно заказал нужное количество материалов на свою площадь. Поэтому начинаем с плана. И, конечно же, мы это делаем через ремпланер. Вот, я здесь зарисовала свою планировочку, которая у нас уже есть. Минимум будем делать каких-то вмешательств, то есть ничего ломать не будем, чтобы не удорожать смету. И у них есть классная штука 3D, где можно посмотреть визуализацию твоего ремонтика. Там прям цвет стен, выкрас сделать, да, светильнички вот поставить, по комнатам есть разбивка. И прикинь, что у них появилось. Раньше я этого не знала. У них в 3D появилась такая вот кнопочка «Добавить декор», где можно прямо, знаешь, повесить какие-то фоторамки, картины. Если еще эту 3D-картинку прогнать через нейросеть и попросить сделать максимально реалистичный интерьер, как бы это выглядело как на фотографии, а не как на визуализации, то мы получим прям реальный пример, к которому надо стремиться, чтобы сделать интерьер, чтобы оно прям как с картинки у тебя получилось. Ну все, пойдем смотреть, что там у нас в квартире. Пока не открывай. Привет. Праздниками с прошедшими. Получается, сколько дней у тебя уже идет ремонт? 14 декабря, да, ровно месяц идет ремонт. Посмотрим, что там уже сделано. Но у меня один рабочий уехал на родину. У тебя не бывает ситуации, где у тебя нет проблем с рабочими. Да, он уехал на родину, а остался второй. Ну, вся надежда на второго. Надеюсь, его тоже на родину не отправят. Поехали? Да, поехали. Садись. Мы в Бау-центре. В прошлый раз мы покупали здесь плитку, в этот раз я решила купить и плитку, и сантехнику, и клей для плитки, гидроизоляцию, в общем, все-все-все, чтобы ванну нам полностью комплектовать в одном месте. Погнали? С чего ты начинаешь комплектовать ванну? Конечно, с плитки, потому что от плитки будем отталкиваться все остальное, как будет выглядеть у нас. Сантехника, затирка и прочее. То есть фон. Нам надо выбрать фон. Какую ты уже выбрала? Да, я там на сайте покопалась. Я уже выбрала. Мне интересно вживую посмотреть, как она выглядит. Вот она. Вот она. Видишь? Она выглядит как плитка шоколада. Сейчас нам надо вот под нее выбрать затирку. Вообще Миша учил, нужно найти самый темный участок на плитке и к этому темному участку подбирать цвет затирки. Но я попробую по-другому. И я буду отталкиваться наоборот, от самого светлого. Под единым полотном это все казалось, как будто это натуральный кабанчик. Вот затирочка. И первое, что я вижу, это цена. Цена нам подходит, кроме цены, то, что она водостойкая. Плюс еще есть защита от грибка. Нам никакие растения в ванной не нужны лишние. Ну и знаешь, когда вот она с мелкими частицами, как мука, шов такой максимально гладкий выглядит. Потому что бывают затирки, у кого довольно крупные частицы, реально как цемент. И тогда пористые получаются швы, некрасиво выглядят. Я склоняюсь больше к пепельному, такому грязно-белому. Она типа как серенькая, но так это издалека выглядит как белая. Мне кажется, вот она нам больше подойдет. Ну, мешка точно хватит. Берем. Так, плитку мы выбрали, затирку мы выбрали. Теперь нам нужно то, что будет внутри. Это гидроизоляция и клей для плитки. Пойдем. Вот она, вот она. Так, а гидроизоляцию как выбирать? Ну, во-первых, надо выбрать такую, что в случае чего я смогла ее сама нанести, потому что у меня сейчас рабочий уехал на родину. Вот мне такого ведерка хватит. 5 килограмм, 9 квадратных метров как раз. Перекрывает трещины 5 миллиметров. Если без гидроизоляции сразу наносить плитку, то если туда попадет вода, вот эти мелкие трещинки, то может возникнуть грибок, плесень и так далее. И вот она таким, знаешь, вот тут образец есть. Она такая эластичная.
отличная. Тут еще пишут то, что она полностью высыхает за 24 часа, и уже можно начать работать. А как мы знаем, во флиппинге скорость – это в приоритете. Вот, класс. Берем тогда. Вань, хочешь, я тебе расскажу, как вообще выбирается клей для плитки? Самое основное, ты должен понимать, какого размера у тебя будет плитка на полу и на стенах. И уже только потом идти выбирать клей для плитки. А дальше смотришь. Так, размер для плитки до 60 на 60. Значит, этот клей нам подходит. Цена у него, смотри, какая шикарная, 500 рублей. Второе, у него жизнеспособность смеси на 8 часов. Ты можешь как бы всю стенку себе сделать и уже там, знаешь, подровнять, чтобы везде шовчики ровненько, все аккуратненько были. Нам нужно где-то 5 мешков. А у тебя площадь? Ну, где-то 15, наверное. Ты уже купила себе всю сантехнику? Нет, вот давай сейчас как раз выберем, раз уж мы приехали. Строительно есть возможность не только на маркетплейсе все подбирать, а и вживую пощупать, потрогать. Блин, вот мне вот это нравится. Смотри, какой он красивый. Браско Царсонит 7500 ты взял. Ну, он такой, типа, знаешь, вот это вот тоненький, то есть у него такие прямые линии. Так, ну мне вот этот реально нравится. Я, на самом деле, быстро принимаю решение, когда мне что-то очень нравится. Так, нам надо еще душевую систему. Вот это прикольно, мне нравится. 19 900 стоит, хорошая цена. Да, слушай, у него, кстати, самая большая гарантия, потому что тут, смотри, написано 12 лет, здесь 5 лет, 2 года. А нам, чтобы не посрамить честь флиппера, нужно все, что будет надежненько. Слушай, пишут, что 500 тысяч циклов. Ну, допустим, ты в день принимаешь душ 3 раза. В год это около 1000. То есть тебе этих циклов хватит на 500 лет? Прикольно. Да, конечно, берем. Причем это тоже Царсонит. Браско серия. То есть она у нас из одной коллекции. Они хотя бы одного цвета. Тумбу с раковиной я уже приглядела, там кинула себе в корзину. Ну, на самом деле, буду онлайн ее заказывать. Вот видишь, как ты ходишь, и у тебя что-то новенькое появляется, воображение работает, насмотренность работает. Но мне кажется, нам пора отсюда уходить, потому что я могу выйти за пределы сметы и накупить сейчас того, что мне особо-то не надо. Пойдем скорее оплачивать. Прошел месяц с того, как мы начали ремонт, потратили уже 511 тысяч рублей, и вот давай покажу, как они выглядят. Вот, например, у нас новая дверь за 22 тысячи рублей. Не скажу где, а то опять скажете, что реклама, поэтому ищите сами. У нас отшпаклевана штукатуренная стены, сделана электропроводка. Вообще-то у нас сейчас обед, тихие часы. Мы купили вот такие вот подоконники из мебельного щита. И уже эти подоконники установили. Это, получается, 3 окна плюс балкон. Мы потратили 10 тысяч рублей. Мы сделали сантехнику в ванной. Вот там, покажи, разводка труб, гребеночка у нас стоит. Срезали полотенцесушитель. За это мы отдали слесарю из ЖКХ 10,5 тысяч рублей. Купили плитку настенную 14 тысяч рублей. Блин, вы ее уже уложили, мы даже не успели это снять. В этот раз все сильно быстрее. Да, я стараюсь, у меня скоро отпуск, мне надо отпуск все закончить. Инсталляция 18 тысяч рублей вместе с унитазом. Это что-то очень дорого, обычно у меня там в пределах 15 получалось, а тут 18 тысяч рублей. Ну, только потому что, смотри, у нас получается вот здесь вот такой вот уголочек, здесь станет у нас тумба с раковиной, и я искала унитаз, чтобы он был не очень глубокий, чтобы он заканчивался там, где у нас угол, чтобы спокойно открывалась, в общем, тумбочка от раковины. Уже вообще у нас, смотри, белые стены. Кстати, потолок мы в этот раз сделаем не натяжной, мы его просто отшпаклюем и покрасим. Видишь, тут уже видно, как установили подоконник с ушками. И почему вот здесь я сделала ушки? Потому что, во-первых, у него глубина стала большая, иначе он был бы таким узеньким. А во-вторых, здесь хочу сделать такой экран из речек для радиатора. Что из этого получится, я сама еще пока не знаю. Узнаете вместе со мной. Миша, говорю, будет в ахере, потому что у меня там все золотое, красное, перья, вот это. Чтобы, да, я сама в шоке. Что-то мне в этот раз такого невменялого захотелось, яркого. У меня скоро придут все светильники из Китая. Сделаем распаковку. Че почем и как это выглядит. И вообще, дай бог, чтобы это все дошло. А то вон как метет за окном. И здесь такая вставка, как, знаешь, на корабле. Идет моя посылка из Китая. Ко мне приехали посылки из Китая. Ждала я их практически месяц. Еще, конечно, не все доехало. Все заказывала вслепую. Отзывов никаких не было. Мой единственный фильтр был — это цена и как бы картинка. Давайте, в общем, здесь начнем потихоньку все распаковывать. Это стулья. Они мне обошлись типа в 6500, по-моему, за штуку. Это сколько? 13 тысяч. О, кстати, сидушка хорошая. Смотри, она такая тканевая и какой-то там поролончик есть. То, что они деревянные, это вообще большое достижение. Причем такой цвет красивый, благородный. Вау, ты посмотри, это часть сидушки.
Блин, ты посмотри, как красиво. Мне кажется, реально очень достойное качество для там 6500 рублей. Вот я сейчас просто уже своим опытным глазом могу сказать, потому что я и у Миши в квартирках побывала. Если мы, дадим ссылку на эти стулья, мы просто китайца-миллиардером сделаем. Лот номер 2. Боже ты мой! Это шедевр какой-то, я не знаю. Ты посмотри, какая текстура красивая. За 3 косаря это просто что-то невероятное. Это выглядит все очень красиво и очень круто. Ну вот, я и раскрыла секрет своих красивых интерьеров. Первые пока 2 это вообще супер. И сейчас я хочу тебе показать следующие лоты. Вот это цветасто-невменялово я ждала очень долго. За 4000 рублей. Короче, вчера вышел выпуск, обзор квартиры в Хамовниках, там, где была такая типа белая, бежевенькая квартира, и только один яркий акцент — это красные стулья. Я подглядела и заказала вот этот вот красный светильник. Слишком ярко. Все же просили цвета, зато не белый, как в больнице. Следующий достаточно тяжеленький. Это смотри, что... Это что? Это что такое? Знаешь, хочется людей спросить, вам вообще интересно вот эти распаковки смотреть? Или это шлобуда полная? Все, готово. Такой вот у нас торшерчик. Классный светильник, мне он очень понравился. Стоит 3600 рублей. У меня есть еще одна коробочка, но я ее, если честно, боюсь открывать, потому что, смотри, какая она мятая. А тут явно светильники. Я боюсь, что там как раз-таки мои вот эти хрустальные бакара. Блин, они прям вообще в смятку, походу. Фуф. Первый цел. Смотри, какая лампочка классная. Видишь, она хромчиком таким, а там светодиодики спрятаны. Итог. Ничего из того, что пришло из Китая, не разочаровало меня. Это все просто офигенно. Это просто даже лучше, чем я ожидала. Я рада и сожалею только об одном, почему я не сделала этого раньше. Мы сейчас будем клеить плинтуса. Я делаю вообще первый раз. Давай честно скажем. Я никогда этого раньше не делала. Но так как я очень сильно экономлю, мне очень много приходится делать своими руками. Я хочу попробовать. Мне почему-то кажется, что в этом ничего сложного нет. Первый пункт. Нам надо нанести клей на вот эту вот штучку. Мы делаем отступ от стены 22 сантиметра. Так много, потому что у нас тут, видишь, подоконничек, труба выпирает. И надо сделать так, чтобы у нас и гардина поместилась, и когда ты зашториваешь шторы, штора не вот здесь была, а вот с отступом. Теперь самое ответственное, да? Да. По-моему, в центре ты переборщила. Назад на себя верни. Слушай, он не приклеивается. Его, наверное, надо держать. Он не держится. Что я делаю не так? Скажите мне, пожалуйста. Надо подставить, подержать. У меня не получается. Кажется, я испортила один плинтус. Я думаю, что, наверное, надо потихоньку, в общем, по чуть-чуть, может, добавлять клея. Потому что все сразу я не приклею, все части. Я жалею только об одном, что я почему-то самое видное место выбрала. О, держится, смотри как. Ну, вроде держится, как будто надо, знаешь, малярным скотчем еще зафиксировать, чтобы держалось. У тебя плинтус отошел вместе с потолком. Не хочу снимать, это будет последнее видео. Мясо текут? Там видно? Нет, не текут. Давай, мы не будем все-таки вызывать жалость у людей. Не, давай честно просто скажем. Вот все, наверное, думают, что это легко и просто. Это так еще весело, да? Типа что, на позитивчике? На самом деле, какой это на позитивчик? Это очень тяжело. Очень морально тяжело. А с плинтусом что будем делать? Ничего не будем делать, пусть так висит. Все, выключаю, буду плакать. Так, зачем мы сегодня собрались? Я хочу сделать экран для батарей. Поэтому мы сейчас купим все, чтобы сделать экран для батарей, а потом посмотрим на ютубе, как это делается. Многие скажут, что рейки — это колхоз, но хочется добавить в квартиру немножко ретро, да? У нас есть елочка, это что-то такое из 70-х, и будут рейки, это что-то из 2015-х. Вот у нас реечный рай. Будем сейчас выбирать. Нам нужны шелковистые, гладкие рейки. Я не знаю, сколько штук можно из одной сделать. Раз, два, две в одной. Кусок останется. Это у нас вообще в тачку-то влезет. На трамвай сейчас поедем. Ладно, берем рейки, времени в обрез. Мы все выбрали. Пойдем мастерить.
Я так все-таки рада, что именно хром мы поставили сантехнику. Видишь, да? Такая тоненькая леечка. Очень красиво выглядит, такой как блинчик. Ты, наверное, заметил, что у нас уже покрашены стены, установлены плинтуса, где-то уже розеточки с выключателями тоже есть. И следующий этап – это будет напольное покрытие. Я решила в этот раз отдать дань прошлому, поэтому я решила сделать елочку, из более доступного для меня варианта. А это не паркет? Нет, это ламинат. И цвет я выбирала такой, чтобы он был вот максимально натуральный. Знаешь, не серый, не черный, не белый, белесый, а такой вот дуплозон он, кстати, называется. И, кстати, он стоит вообще недорого. На начало 26 года стоимость вот такого ламината елочки от Norland 1890 рублей за квадратный метр. Это как бы очень хорошая цена. Вообще я ни разу в жизни не делала елочку. Поэтому хорошо быть флипером, потому что ты в каждой квартире можешь попробовать что-то новое, что ты никогда не делал. Например, я ни разу не делала такие широкие плинтуса. Кстати, с прошлого раза мы закончили с тобой, если что, на том, что ты сказала: да в жопу это все, я устала, я ухожу. Да, но в итоге смотри, какой красивый результат. Мне прям очень нравится. Во-первых, то, что они достаточно широкие, то есть у нас плинтуса 10 сантиметров. То есть мы вот эту вот штуку устанавливали с тобой, и она такая достаточно ровная. У нас сюда карниз встанет, и вот за ней так вот спрячется шторка. Вообще очень красиво будет, мне кажется. В общем, да, все. Я вот уже почти в таком праздничном наряде. Не, наряд топ. Да? Не, серьезно? Серьезно? Давай так. Я это не надел бы. Ну, понятно. Я не знаю, кто это еще надел бы, но выглядит забавно очень. Очень мило. Забавно? Я думала, это красиво. Охренеть, я не знала, что так до сих пор делают. Куда он полез? Я не знаю. Как он будет слезать? Оп, вот так сугроб пошел. Мы приехали на квартиру и сейчас будем делать экран для батареи. Сначала мы сделаем каркас, то есть такой вот прямоугольник. Вообще 170, по-моему, ровно, да? А вот высота у нас 64,9, наверное. Блин, я 100 лет эту штуку. Я даже не помню, как ей пользоваться. Ой, как страшно. Пожалуйста, сначала ты, а потом я. Посраться можно. Все, осталось еще так 50 раз. Уважаемые подписчики, если вы хотите повторить это сами дома, будьте внимательны, мы не ответственны за все расчеты. Мы делаем на глазок. Просьба не повторять это дома. Давай примерим-то саморез для начала. Вот так у нас будет стоять, и вот так вот ни хрена не хватает. То есть практически, да, не держится. Мне кажется, надо вот так. Ладно. Ну, вроде держится. Вот, уже картинка вырисовывается. Воспользуемся лайфхаком Ирины. Чтобы распил не раскалывался, мы сейчас брусочек вот так положим и разрезаем через него. Блин, пальцы страшно держать. Сейчас еще раз проверю. 7 раз отмерь, 1 раз. Ну, нет, вообще аккуратно. Смотри, аккуратно получилось. Лайфхак рабочий. Вон, надо тоже придерживать. Как страшно Звучало было. очень страшно. Да, взорвалось нахрен все. Сколько нам таких еще надо делать? 30. Ну что, почти готово. Да, осталось, херня осталась. Ладно, погнали дальше. Ты вот так вот подставляешь его, и сейчас подбиваешь. Ну, знаешь, мне на самом деле нравится, как выглядит. Неплохо, по-моему. А ты как думаешь? Во-первых, вот левой рукой покажу. Это небезопасно. Во-вторых, если вы любите лего, и у вас есть 4 часа свободного времени. Мы 4 часа это делали? Ну, как бы вообще недолго, наверное. Пыльно, грязно. Сложновато для девушек. Сложновато. Поделитесь вы в комментариях, стоит ли так заморачиваться для квартиры под флиппинг или и так купят без этого экран. Но на секунду это стоит. 2500. Ну, как бы у нас вот остальные 2500 здесь лежат. Один брусочек 250 рублей. Следующий этап у нас покраска. Так выглядит финишная прямая ремонта. Сразу не скажешь, да? Но на самом деле нам осталось доделать кухню, доделать ванную, потолок мы уже сделали, и сейчас будем устанавливать светильники. И как вы помните, у меня ограниченный бюджет, и я пообещала Мише, что сделаю ремонт доступным в 2026 году, несмотря на то, что на все цены поднялись, и поэтому буду часть делать своими руками. Например, устанавливать светильники. У меня экстремально низкий потолок в ванной получился, поэтому я искала супер
тоненькие, встроенные светильники. И нашла вот у Brain Home, такой, смотри, как блинчик практически, да, тоненький. Он называется BH53 Cup. Это вообще эксклюзив, новинка, только-только они вышли, появились. Я у них видела, эти светильники на самом деле довольно легко установить, даже бабули устанавливают. А я что, не справлюсь, что ли? Вот такая вот тоненькая лампочка у нас. Вот в такую штучку я ее ставлю, чтобы было удобнее зафиксировать. Что быстрее сделать. О, вау! Сейчас вторую еще. Хочется уже быстрее поставить, чтобы увидеть результат. Не втерпешь. Включаем? Давай. Раз. Вау! Светло, ярко. Класс. Вот видишь, посмотри. Видишь, он туда вот утоплен, и у тебя вокруг нет вот этого вот ореола повторяющегося, и нет такого слепящего эффекта. Кстати, как я выгляжу? Посмотри, лицо, цвет лица. Напишите в комментариях обязательно. Вообще, у этих лампочек CRAI индекс цветопередачи больше 90. Как бы, чтоб ты понимал, эталон по цветопередаче — это солнце. У солнца CRAI 100, у светильников 90. Понимаешь, да? То есть эти светильники практически как солнце. То есть при таком освещении он максимально передает цвет передачи, как это если было бы на улице. А еще вот такие вот есть специальные еще приблуды. И вот благодаря этой штучке максимально сводим к нулю слепящий эффект. Все за счет того, что он, во-первых, у тебя получается еще глубже туда утопает. Плюс вот такая черная штучка, она не отражает свет, а поглощает. Черный цвет, он поглощает свет, соответственно, не такой слепящий эффект. Ну и самое главное, цена прекрасная, хорошая, что я вмещаюсь. Знаешь, почему именно так светильники на потолке я решила расположить? Почему? Потому что, вот смотри сейчас, видишь, они сейчас надо мной. У меня вот такой нос подсвеченный, такие темные круги под глазами. Видно все морщины, прыщи. А вот так вот я выгляжу хорошо. Ну, видишь, да? То есть более ровный цвет лица, тебе ничего не засвечивает. И плюс в том, когда используешь теплый свет, то у тебя такой вид, как будто ты после гоа, да, немножко такой подзагорелый, такой тепленький, а не мертвецкий вот этот синий. Поэтому я всегда топлю только за теплый свет, потому что не только интерьер должен быть красивым, но и мы в интерьере тоже должны быть красивыми. Пока в квартире идет ремонт, я переместилась в подъезд, чтобы сделать ремонт в подъезде. Точнее, это будет локация, где буду делать ремонт. А я хочу переделать вот эту невзрачную тумбу для обуви в какую-нибудь красивую модную. Поставим тут модную фурнитуру, покрасим какой-нибудь безумный вырви глаз цвет. Хотя я уже этот цвет выбрала. Ну да, подъезд меня тоже вдохновляет. Я, в общем, взяла грунт, да, потому что у нас это ДСП в пленке. И взяла вот такую краску для мебели и дерева. Сначала нам нужно нанести грунт, чтобы краска у нас потом схватилась. Слушай, мы закончили. Оставляем тогда сохнуть. Ты не боишься, что у тебя украдут комод из подъезда? Пусть попробуй только, блин, заяву на них накатаю. Прошло 15 минут. Будем сейчас красить. Ой, какой цвет, господи, ты посмотри, какая вишенка. Очень красивый цвет. Вот это спелая вишня цвет. Ну, красота вообще, если честно, очень прям красиво. Надеюсь, не только мне. Батюшки, какая красота вообще, Ваня. Не знаю, как тебе, а мне прям очень нравится. Че, вешаем эти полочки? Нельзя, наверное, себя хвалить, но я такая молодец. Ну вот как вы думаете, сколько вот такой комод стоит? Вот за сколько вы бы его купили? Ирина вам в комментариях ответит, сколько он стоил. Всем лично отвечу в комментариях. Ну, это в твоем стиле. Мне кажется, тут много красного, но это вы скоро увидите. Сегодня важный день. Сегодня мы красим подоконник и экран для батареи будем красить. Так, ну мы красить начнем сразу с внешней стороны, а потом перевернем. Подчеркивает структуру дерева. Цвет кантри. Вот такой вот цвет. Ну ладно, попробуем. Здесь, наверное, нужна, кстати, была кисточка поменьше. Ты больше нет? А я вот не знаю, кстати, по-моему, была. Так, попробуем. Вот так вот, и так каждую штучку, это вообще. Как забор, короче, красить. Такая же технология. Вот эти трещины разного размера, это окей? Да, ну так вышло. Мы немножко не просчитали. Я ЕГЭ очень давно сдавала, а Ваня, видимо, не очень хорошо его сдал. Я специально сегодня темную одежду надела, ну, чтобы если капельки попадали, то было не видно. Покажи перо, кстати. А, это как тебе? Сестра была на охоте, убила огромного голубя.
Так, все, мы закончили первый слой. Надо подождать минут 10-15 и можем протирать ветошью. Ну, во-первых, мы убираем вот этот вот блестящий слой масла, а во-вторых, ну, как бы так втираем его еще, получается. Вот видишь, какой красивый рисуночек? Как будто это не сосна, а благородное дерево. Так, ну, все. Мы закончили первый слой. Оставляем сохнуть. Где-то сутки должно пройти. И начинаем красить подоконничек. Наклеим малярный скотч, чтобы защитить стены. Тут вообще хватит. Я-то думала, мне не хватит, а мне хватает. Фух, это очень такой ответственный момент. Главное, банку не уронить. Готово. В целом мы все закончили. Осталось делать какие-то мелочи, хомстейджинг и ждем Мишу. Ну чё, там у Арины готово уже? Все готово. Да? Только тебя ждет. Но ты к такому не готов. Серьезно? Я, честно говоря, когда ехал сюда, думал, ну все, сейчас опять будем вот это Аринины бежевые интерьеры смотреть. Ну, у меня было такое настроение. Вот ты сейчас мне его прям поднял. Мне кажется, это то, что люди ждут от Hot Wheels. Серьезно? Так, ну что, ничего не поменялось, да? Как будто? Или это вот это тоже принесла Арина, да, ковер? Смотри, новый. И, по-моему, это местный. Это же люкс считается здесь, да? Тут же виды. Ну, в этом доме точно люкс. Так, ну что, вот сюда? Тут, слушай, ну тут все приличные двери, да? Привет. Заходи. Снимать надо ботинки или как? Нет, проверим заодно ламинат. Я видел твои видосики. Ты сделала ламинат елочки. Да, очень первый раз. радовалась этому, Да. помню. И что, как тебе? Ну, мне он очень нравится, очень красивый. Ну, показывай, что тут у нас. Как тебе вот моя вешалка кастомная? Практически Франкенштейн. Не болтается, нормально? Нет. Ага. Отдельно я, короче, нашла вот такую штучку сварганила и к ней подобрала вот такие крючки. То есть это не комплект, это все по отдельности. Супер. А пуфик, попробуй пуфик, присядь-ка на него. Выдержит он тебя, нет? Сейчас сложится к чертям. Он что, из бумаги? Да, он картонный. Серьезно? Да, он так прикольно собирается гармошкой. Тут прям много красного, да, бордового? Да. Да? Я в этот раз решила прям оторваться. Ну, я сделала такую же базу, типа все у меня бежевенькое, видишь? Да, да. Но решила добавить немножко такого вот яркого Мы сначала невинного. туда пойдем? Честно говоря, я думал, больше будет этого всего красного или Да? чего-то такого. Ну да. нет, я, видишь, немножко вдохновилась твоей А если квартирой бы- на Садовых кварталах. Вот если бы стол был тоже красный, был бы, конечно, Да? Да. Еще из интересного, я в первый раз решила сделать подоконники из дерева, а не пластиковые. А ты покрасила их, да? Еще Да. морилочкой прошлась. Ну, это масло. Слушай, ну выглядит классно. Да, мне тоже нравится, как Сильно выглядит. лучше, чем пластиковое. Вот. И в этот раз я решила сделать такие типа деревянные фасады. Это не МДФ. А, МДФ в пленке, да? Вот Да. это? Угу. Пленочки МДФ. Ну, ты, конечно, во всех традициях вот этого вот ремонта недорогого. Ты обалдеешь, сколько у меня вообще ремонт здесь вышел. Пестрая вот эта деревяшка, вот, знаешь, это вот. Их лучше избегать, когда недорогой ремонт, потому что ты нормальную текстуру не добьешься. В чем проблема? Дело не в том, что они разные, и это тоже. Ну, такой даже не бывает текстуры. Это взяли, как делают вот такую херню. Они берут текстуру, типа фоткают ее и нажимают кнопку «Сделать бесшовно». И вот им Photoshop вот так замазывает, что-то там склеивает, получается вот такая бесформенная... Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V одинаковые, Ну, не одинаковые. Это вот получается бесформенная фигня. Не бывает такого дерева. Это невозможно. Когда-то там лет 15 назад решили, что это классно. да? Ладно, давай еще к чему Вот ламинат классный. Да? Выглядит хорошо. И фаска красивая. Догадайся, сколько стоит за квадратный метр ламинат? Сколько? 2000? Нет. 3? Нет, меньше. Я не туда? Меньше 2000. Ну, 1890 рублей за квадратный метр. А. В общем, мне кажется, это прям достойно. Не, ну супер. Нет, цвет вот этот, у ламината цвет классный. Еще я сделала вот такую вот штору, смотри. Сама пришила? Ну, нет, за 150 рублей там мне пришили вот за Бахрому. полтора метра. Да, мне кажется, это очень так прикольненько Да. выглядит. Еще я нашла классную лампу. Я не знаю,
Ты такое видел, нет, когда-нибудь? Вот эту? Да, видишь, тут лампа, и она, короче, видишь, ну, с таким, короче, цоколем обычным. Типа как, Она встроенная там, да? как Что зум. она- Угол у нее, видишь, меняется. Типа от угол широкого меняется? до супер узкого. Ничего себе. Раньше я думала, что есть такие только светильники, оказывается, есть просто лампочки, Лампы. которые вкручиваются. Ты Ну, знал, что есть такое? Не, не Я знал. тоже не знала. Я, честно говоря, вообще... И у нас никто такой не продает. Балкон, хочешь покажу? Давай. Ну, я подглядела Так. своих коллег, что можно просто взять вот этот ковер, не заморачиваться. А ты где его взяла, ковер? И он же вроде закончился. Ничего, он не закончился, нормально. Он Они завезли он новый? подорожал, он уже не 500 рублей стоит, а 750, Ну, но... это извините. Короче- И что, ну есть уже в Леруа опять, да? Да. Ссылку Да. оставим на него, на ковер? Ну просто это ковер люкс. Не знаю, я себе дом такой положил. Вот, и мне кажется, на балкон тоже прикольно, как-то сразу здесь поуютненький становится. Вообще очень крутой ковер. Стоит 700 рублей за метр. Это просто, ну, На бесплатно. самом на маркетплейсах можно прям и подешевле найти. Еще дешевле даже можно. Да, кинуть тебе Текстурка. ссылочку. Не благодари. Лайк, подписка. Че, в ванну пойдем? Сразу готовься. О! Плиточка, смотри. А, да, сразу плиточку оценил. Красивая плиточка, да. Люкс. А как тебе сантехника здесь? Я вот такую, видишь, тоненькую взяла, прям как итальянская. По-богатому. Ого. С термостатом, все дела. Как называется? Цирсонит. Слышал? Цирсонит? Да, я слышал. Да. А они русские, что ли? Я думал, что они не русские. Ну, название не русское, а так они русские, ребята. Ничего себе. А там все нормально подключено? Да, конечно. Вот ведро, если что, есть с Ведро корзинкой. Поймает. Причем я взяла цирсонит еще потому, что у них гарантия там 10 лет на всю эту историю. Да, то есть я продам со спокойной душой, люди будут продолжать пользоваться, как бы ничего с ним это не случится, даже если там какие-то поломки, то на все есть гарантия. Тут, Да. короче, обрати внимание на затирку. Это компания Литокол, она такая антигрибковая и такая мелкозернистая, в общем, которую Так. вообще практически не видно. И вот ты обычно учил, что надо выбирать затирку под цвет самого темного места на плитке. Да. Но я решила сделать наоборот, потому что кабанчик и укладка ее очень дорогая. И она, в принципе, дорого стоит. Типа за Да. каждую вот эту штучку там мастера берут Да. сумасшедшие И деньги. затирки здесь больше сильно. Да, да. Я нашла такую плитку в Бау-центре, которая типа размером 60 на 30. А, это не кабанчик. Да. А, вот он. И поэтому затирку между ними я выбирала По по швам. самому светлому месту. Ну, по швам. Ты не Да. по самому светлому, а вот здесь уже есть швы, Да. и по ним Ну, ты выбирала затирку. да. Ну, выглядит, честно говоря, выглядит. Да? Ну, нормально, Прикольно? да. То есть я так сразу сходу не спалил. Думал, что кабанчик. Смотри, какие шикарные светильнички за 1000 рублей с таким световым эффектом. Вау, прошел. У меня... Ну, ты вверх не расти, чтобы дальше проходить У меня тоже. всегда есть тест, ну, типа, нельзя ничего на стену вешать На уровне ниже лица? 170, А, чтобы плечо проходило. понятно. Это же гостиная? Да. Ого, какая просторная. Офигеть. Что за диван? На ликвидации урвала за полтинник. Да? Да, но у него есть небольшой нюанс. Ну, попробуй, найди его. Ну, он раскладывается, самое главное. Ну что, мне прям вот надо его разложить, чтобы увидеть косяк? Или Ну, значит, ты не увидел, это отлично. Это очень хорошо. не увидел? Вот тут вот такая вот, видишь, Но. типа ткань. Ну, вот она с такими этими, как А, зацепочками. поцарапанная, что ли, какая-то? Да господи. Но я сейчас в этих очках ничего не вижу. Видишь Москву-Сити, сталинские высотки. Где? Это вот эти вот высотки? Да. Это очень далеко. Представь, что ты в Нью-Йорке, Центральный парк и там вот. Да, Central Park. Еще вот мы тут такую приблуду сделали, кроме подоконника. Да, да, да. Закрыли экран из речек. Нормально, кстати, выглядит. Да? Да, прикольно выглядит. Вообще тут очень просторная комната. Но я тут вообще не трогала никакие стены. Благодаря этому у меня смета прям... В смысле не трогала? Потрясающе. Я когда приходил, тут стен не было ни хрена. В смысле? Не было только сантехкабины, вот эту мы снесли. Но хотя бы, подожди, а вот эта тумба хотя бы похожа, да, вот, на ламинат? На ламинат? Нет, не похоже. Ладно. Ну, 3 разных Я цвета, ты максимально прикинь. хотела похоже, Вот это чтобы вот? было. Да, вот это норм. А это Шляпа полная. шляпа, согласен. Когда он уже уйдет? Пусть он уходит. Ладно, пойдем. А что, я должен только хвалить тебя, что ли? Да, я тебя всегда хвалю, даже если ты не прав. Ну хоть раз подлизаться-то можно было, нет? Нет, правду только рассказывай. Ладно, давай. Только правду. Убивай меня, уничтожай. Ну тут ар-деко, конечно. Да, тут я Пиздец. прям вообще бомбанула. Это не твой, конечно, стиль, Да. я знаю. Слава богу, это все можно снять, и если что, человек заедет. Очень красиво. с ним.
Но на самом деле уже у меня было несколько просмотров у этой квартиры. А что говорят? И приходило 2 семей. Ага. И они рассматривали наоборот, что спальню перенести в большую комнату, а здесь сделать гостиную. Ну, потому Серьезно? что думают, ну, кроватка там, чтобы была, поместилась. типа здесь кроватка не влезет. Ну да. А как тебе вот эти вот полосочки на шторах? Решила вот чего-то добавить такого, что нельзя купить. Блин, ну ты бы вот сказала, я бы надел бы штаны с лампасами. Красные. Да. В общем, мне кажется, это прям тренд последних Да? пару лет, да. Ну ладно. Лет 30 назад было тренд, конечно, а сейчас Ну, тренды возвращаются. согласен. А, еще, знаешь, что мы здесь Чё? делали? Это Так. вот такой потолочный плинтус, мы его просто приклеили Ага. и за ним спрятали карниз. Здесь же не Да, натяжной у нас супер. потолок. Молодец вообще, да, так и делается. Ну, типа как в отелях. Так и делается, да. Ну и чё? За сколько ты? Давай экономику всю показывай, рассказывай. Купила квартиру за 13 200, Так, ремонт сколько стоил? 1 600 000. Вот, я думал, типа, уже 2 500 уже, я думал. Да. У нас изначально тема видео, помнишь какая? Сколько стоит ремонт? Я сама в шоке, что так получилось. Я вообще не знаю. Дешево? Да, у меня последний ремонт там перевалил за 2 миллиона рублей. Да. И я как бы рассчитывала там вот, что в 26 году Да. ремонт будет стоить на 2 30%. 500. Ну да, на 30% подороже, типа 2 500. Просто, оказывается, надо хорошо искать. У меня тут очень много всего, я прям заранее подготовилась, я прям очень много всего заказала из Китая. Еще вот на этом у меня получилось сэкономить. Там, знаешь, типа люстры, светильники всякие, декор, столики, Ну, там типа с стул, Алиэкспресс. стулья. Получается 13 200 плюс Да. 1 600 000. Да. Это у нас 14 800. Мгм. А продаешь ты за сколько? Лучший прогноз это 18 500, худший прогноз это 17 500. Да, вот уже было 5 просмотров. Ну, то есть, как бы за 18 500 Ну, люди типа, рынок звонят, есть, что-то смотрят, да. звонят, То есть, как бы, если покупают. была бы тишина, было бы подозрительно. Так я в рынке. То есть, по сути, ты 3-4 миллиона ты с него возьмешь. Ну, 3. Минус налог Ну еще да, там. да, 3. Ну так 2,5 месяца получается, вот прям ремонт. И А. 2 недели простое. То есть, пока это все работает. Все твои флиппинговые штуки работают. Ну, вот узнаем, когда я бабки получу. Че, в Дубае будешь хату покупать? Нет, ни за что. То есть, план купить что-то побогаче на всю котлету. Ага, На все бабки. ага, Залететь на все бабки. ага. И мы- Главное не влететь на И все мы в бабки. следующем видео посмотрим, как ты залетишь на все бабки. В следующем вы увидите хрущевку 3-комнатную, а не двушку. Короче, ждем следующий выпуск.